Так, сейчас мы с вами поговорим про использование референсных треков при использовании Control Room. В чем смысл? Например, я закидываю референсный трек и хочу сравнить, как звучит, например, мой трек с этим, соответственно, референсом. Обычно всегда делаешь вот соло, да, выбираешь соло, там мьютишь, но когда у тебя очень много треков в проекте, то можно очень легко запутать. Я назначил прослушивание референса через Control Room буквально за одну кнопку. Это делается в окне Audio Connections. В окне Outputs мы должны с вами отключить нашу карту. А в окне Control Room мы должны, во-первых, активировать Control Room. И вот сделайте такие же настройки. Мы должны создать с вами queue, он будет not connected. И мониторы. Мы заходим в окно, где Meter, Media, и вот CR это и есть Control Room. Активируем Q1. И я задал кнопку плюс на MIDI на клавиатуре, на то, чтобы у нас включался как раз этот Q1 через Control Room. Теперь, как это работает? Вот звучит, например, какой-то трек, который написал, и мне хочется посмотреть, как он звучит относительно референса. Я тыкаю на плюс. Тыкаю опять на плюс, и мы возвращаемся к нашему треку, который мы пишем. То есть получается, буквально одним нажатием кнопки я могу переключаться между референсом и треком, который пишу. Это очень удобно, потому что не надо постоянно включать вот соло, да, соло, мьютить все. Единственный нюанс Control Room, вам необходимо обязательно включить вот здесь активацию метронома, потому что если вы будете включать ее здесь, у вас как бы значок загорится, но не появится вот этого метронома, звука не будет. То есть не забудьте нажать вот здесь на активацию метронома. Для того, чтобы вам тоже задать удобную кнопку, какую вы будете использовать, мы переходим в Edit, K-Commands и вбиваем здесь Room. И вот эта графа Select Control Room Source, мы с вами тыкаем вот сюда, тыкаем на клавиатуре, какую кнопку мы хотим использовать, например, плюс, и тыкаем Assign. И нажимаем ОК. Все, и теперь мы переключаемся между нашим референсом и треком, который мы пишем, буквально в одну кнопку. Согласитесь, что это гораздо удобнее, чем тыкать постоянно соло. Вы еще не используете Control Room? Тогда мы идем к вам.